Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Тортомания. Тема этого выпуска: какие главные моменты, на что нужно обратить внимание при создании торта и декора, чтобы все гармонично смотрелось, чтобы торт выглядел красивым, а также был вкусным. Начинаем с начинки для торта. Перед тем, как я определилась с декором для торта и тональностью, тогда легче выбирать начинку для торта. Рецепт этого торта я написала в описании под видео. Кто хочет, может почитать и приготовить. Этот торт получился очень вкусным. Данный вариант годится для заказа на 1 килограмм, максимум 1,5. Рекомендуемый диаметр торта – это 15-16 сантиметров. Но лучше, когда такие торты достаточно высокие, от 15 и выше сантиметров. Начинается, как обычно, торт с приготовления. У меня уже все готово. Сначала мы промазываем поднос, чтобы прикрепить подложку, одну и вторую. Это все промазываем кремом. На этом мы будем собирать торт и поставим его на отстаивание, чтобы он пропитался. Ну и также выравнивать потом. Первым у нас идет ангельский бисквит. Дальше у нас используется крем заварной на желтках. Первый корж мы покрываем этим кремом. Дальше опять корж. На этом корже мы обязательно делаем дамбу из крема. А вовнутрь мы будем заливать фруктовую начинку. Сверху кладем корж и снова покрываем кремом. Вот таким образом мы собираем весь торт, оборачиваем в ацетатную пленку и ставим в холодильник минимум на 4 часа, чтобы торт пропитался. Для покрытия я использовала ганаш на белом шоколаде и масле. Он получается в итоге желтоватого цвета. Поэтому, чтобы получить вот такой оттенок, я добавляла немного белого красителя, диоксид титана, и немного розового. В итоге получается вот такой пастельный оттенок. Перед тем, как создавать именно такой торт, я рекомендую зайти в интернет и поискать картинки цветов. Подобрать для себя цветы, которые вам нравятся, и подобрать тональность. В какой тональности будет цветочная композиция. То ли это будут более яркие цветы, то ли это будут нежные цветы. Зелень может присутствовать в любой композиции, с любой тональностью. Но желательно перед тем, как создавать вот такой торт, вы должны иметь для себя уже образ этого торта, а лучше, когда уже будет сформирована или подобрана картина цветочной композиции, по которой и можно будет дальше работать. Образцы некоторых вариантов таких картинок я также скидывала в телеграм-канал. Можно поискать в предыдущих постах, я это выставляла. Перед тем, как выкладывать цветы на торт, нам нужно их подготовить. Нужно сразу определиться, какие цветы будут главные. У меня будет главный цветок космея. Они будут самые высокие. Я их буду выставлять немного выше. Второй цветок по высоте у нас будет скабиоза. Это значит, что мы должны обрезать стебель таким образом, чтобы они сразу были нам нужной длины, чтобы цветок был нам нужной высоты. После того, как вы вот себе выложили вот эту композицию, стебель подогнали по размеру, цветки выложили в ряд, вот приблизительно так, в такой очередности, и переносите на торт. Для того, чтобы закрепить эти цветы на торте, можно использовать обычную кондитерскую проволоку. Вот такие обрезки, приблизительно 3-4 сантиметра длиной. Номер проволоки 22. Белую проволоку я подкрасила приблизительно в такой же цвет. Растираете сухой краситель в пальцах и проходитесь по сухой проволоке. Вот окрасили проволоку, разрезаете ее на части 3-4 сантиметра и загибаем. Делаем такие заколки как бы. Вот такого плана заколочки, такой крепеж мы будем использовать для крепления цветка. Декорируем только холодный торт. Начинаем с центра. Вот сначала мы прикрепим космею. Вот приставляем к торту, берем нашу крепежку и просто втыкаем в холодный торт. Сначала сверху, крепим сверху, чтобы головка цветка хорошо держалась. И одну
ближе к низу. Можно посередине, можно к низу больше. И также прокалываем аккуратненько. Вот все. У нас цветок прикреплен. Крепим следующий цветок. Здесь у нас бутон. Обратите внимание на расстояние между цветками. Небольшое, тут, наверное, 2-3 сантиметра. Креплю сразу следующий цветок. Стебли должны быть ровными. К большим цветам всегда лучше 2 крепежа использовать. И дальше мы берем маленький цветок, сердечник. Он идет еще немного ниже. Можно использовать 1 крепеж. И дальше мы крепим скабиозу. Мы его ставим немножко ниже, чем космея. Таким способом мы выкладываем всю нашу цветочную композицию. Обычно это делается только на одну часть торта, то есть лицевую сторону торта обкладываем. Обратите внимание, как выложены главные цветы космея. Они идут наискос. Вроде как бы все смотрится гармонично, нежненький такой тортик получился. Есть в этом типе декора и большой недостаток. Цветы перед подачей обычно снимаются, потому что проволока на торте это, в принципе, не очень приятно. Надеюсь, что этот выпуск был для вас интересным и полезным. Также напоминаю, что вторая часть МК по вот этим сахарным цветам выйдет во второй части. Это будет длинный и подробный МК. Говорю всем до свидания и до следующего выпуска.